Всем огромный привет! И вновь с вами серия видеоуроков «Просто барабаны». На сегодняшней нашей встрече мы познакомимся с тем, как простые биты превращаются в более сложные, и изучим соответствующий нотный материал. В разных стилях существуют разные ритмические рисунки. Вы прекрасно видели, что очень много на ударной установке всяких инструментов, тарелок, много всяких барабанов. Все это, конечно, очень хорошо, все это очень нужно, но для начала надо научиться играть простые биты, простые ритмические рисунки вот на этих трех составляющих: бочка, малый барабан и хай-хет. Например, такие рисунки. Сейчас мы не будем говорить о множестве музыкальных стилей и направлений, но просто я хочу сказать то, что вот этих инструментов вполне достаточно, чтобы аккомпанировать практически в любом стиле любой музыки. Или такие. Ну или в разных темпах. Конечно же, всем понятно, что не во всякой музыке, так как песни Билли Джин Майкла Джексона, такой простой рисунок. Рисунки усложняются. Просто скажу наперед, бочка играется в большинстве случаев не только на первую долю, например, на первую и вторую. Рабочий или малый барабан остается на третью. Или бочка играет первую долю и на четвертую. Малый барабан остается так, как был. Кстати, если вас интересует нотное написание вот этих простых ритмов, ну и ритмов посложнее, если вы хотите сами научиться зарисовывать карандашом эти вещи, эти ритмические рисунки, эти грувы, то милости просим в раздел на нашем сайте, который будет содержать файлы PDF формате, где по каждому уроку будет PDF файл и, соответственно, будут напечатаны вот эти вот простые ноты. Напоминаю, это 4 четверти. 1, 2, 3, 4. К первой доле бочка, к третьей доле малый барабан. Если вам что-нибудь непонятно, смотрите урок 3. Итак, мы видим перед собой 4-четвертной такт. Это 4 четверти. 4 четвертные ноты. Это 1 такт. Так вот, что мы делаем дальше? Мы рисуем этот же самый head четвертными нотами. Специально
друг под другом, чтобы было ясно, что ничего не изменяется у хэта, также ничего не изменится и у малого барабана. Вот он на третью долю приходится. Что мы делаем с бочкой? Кроме первой доли, мы подрисуем еще бочку и ко второй доле. И у нас получится уже другой ритмический рисунок, другой грув. И будет звучать так. Так вот, отлично. Что делаем дальше? Опять рисуем то же самое. Хэт, малый барабан. А бочку подставим к первой и к четвертой доле. И что у нас получится? Тунц, тынч, тун-дунц, тынч, тун-дунц и так далее. Другой уже рисунок получился. Ну и как вы, наверное, уже начинаете догадываться, бочку можно еще подрисовать и к первой, и к второй, и к четвертой доле. Малый барабан остается на месте. И играем такой же рисунок, как написано здесь. Вот такого плана развития ритмических рисунков. Даже если вы никогда не будете играть по нотам, вам не придется, возможно, этого никогда делать в жизни, как и многим барабанщикам, которые не играют в профессиональных составах, каких-то оркестрах. Пускай даже вы никогда не будете играть по подобным нотам, но вы должны знать об их существовании. Тем более, что они помогут вам развить свою креативность. И, например, возьмите и играйте наоборот. Пускай это будет первой долей, это второй, это третий, это четвертый. И что получится? Если вы будете все это играть наоборот, к примеру, это разовьет вашу координацию движений. Что можно еще сделать из этой простой и понятной вещи? Что если мы будем варьировать малым барабаном и подставим его ко второй и третьей доле, а бочку оставим на первую и четвертую? Получится рисунок. Ну и так далее. Развитие вот этой схемы зависит от вашей креативности. Вот, например, что можно сделать еще. Рисуем бочку к первой доле, а малый барабан нарисуем вот так, на третью и четвертую, и получится. И если все это вы сможете сыграть, а еще лучше, если вы это сыграете в не самом медленном темпе, да еще и под метроном, да еще и под какие-то ваши любимые аудиотреки, то это вообще будет замечательно и большущий шаг вперед для вас. Нотная грамота еще никому не помешала, а даже, скорее всего, наоборот. Видите, как все просто. Вот и весь принцип образования ритмических рисунков, или, как еще их называют, биты или грувы. К тому же, если вы будете слушать какую-либо музыку и слушать ее внимательно, вы обязательно столкнетесь с подобными ритмами в этой музыке. И поэтому советую вам, когда будете слушать любую музыку, прислушивайтесь всегда, что же там играет ударная установка. И, скорее всего, вы обнаружите, что ударная установка играет нечто подобное тому, что здесь мы сейчас рисовали. И прямо по порядку, пускай это будет первый, второй, третий, ну и так далее. И все эти биты
по очереди начинаете играть. По очереди, потом попеременно. Тем самым вы разовьете какую-то минимальную читку нот с листа, то есть будете читать и понимать, что написано в нотах. Ну и, конечно, вы заметите, что у вас развивается координация движений. То есть, если нужно бочку к первой доле и ко второй, если нужно будет к четвертой и к первой, или наоборот, в любых вариантах, то вы это сможете сделать гораздо проще, глядя вот в такие вот ноты. Итак, было бы неплохо завести вам небольшую нотную тетрадку и поупражняться в ней с карандашом, порисовать подобные вот ноты и обязательно поиграть их на ударной установке. Да даже без ударной установки можно, сидя где-нибудь на лекции или в транспорте, или еще где-нибудь, где это позволяет ситуация, так сказать. Вы можете много чему научиться, просто имея при себе карандаш и нотную тетрадь. Ну вот мы и познакомились с системой развития битов из самого простого в сторону усложнения. То, что мы сейчас рисовали карандашом на бумаге, вы можете легко найти на нашем сайте в PDF формате.